Всем огромнейший привет! Сегодня в своем блоге на Обустроено.com я предлагаю видео мастер-класс по созданию второй ростовой шляпной коробки с цветами. Что у нас будет в этой коробке? Во-первых, красные, белые розы из гофрированной бумаги и изолона, суккуленты, зеленые, маленькие шишки, шарики и хлопок из синтепона. Ну и что? Поехали! Хлопок у нас будет большой, и мы его собираем для нашей второй шляпной коробки, в которой будут розы, хлопок и зеленые суккуленты. Итак, что нам потребуется? В первую очередь это картон. На картоне мы рисуем круг диаметром 20 сантиметров. Если вы нарисуете круг диаметром 20 сантиметров, то хлопок у вас будет в конечном итоге 24-25 сантиметров. Поэтому ориентируйтесь, если вам нужен 40 сантиметров, тогда вы рисуете где-то 35-32 сантиметра вот такого размера. Итак, из картона, это обычная коробка, вырезаем наш круг. Теперь нам нужно найти центр и разделить наш круг на 5 равных частей. Если вы не сильны в математике, возьмите просто сантиметровую ленту, измерьте всю длину окружности и разделите на 5 равных частей. Так, вот что у нас получилось. Теперь отрезаем от каждого сегмента уголки. В итоге у нас должен получиться цветочек. Вот так. Так, все, цветочек наш готов. Теперь проделываем центр. Теперь вооружаемся синтепоном. У меня 300, и покупала я ее в мебельном магазине. Вы можете взять любой удобный, можете сразу 500 взять, она потолще. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы вырезаем круги, 2. По крайней мере, вот на 300 точно 2 нужно будет, которые в 1,5 раза больше, чем диаметр нашего первоначального круга. Смотрите, вашего круга должно хватить на то, чтобы закрыть сам цветочек. Здесь еще добавится объем, и так должно получиться со всех сторон. Теперь берем нитку поплотнее, иголку подлиннее. Так, теперь один круг разделяем на 2 части. Для чего? Для того, чтобы наш хлопок был более таким растрепанным, что ли. Аккуратненько разрываем. Укладываем. Теперь это у нас верх.
Подкладываем второй лист и собираем по всей длине нашего круга. Берем иголку с ниткой, нитку поплотнее и по самому краю. Закрепите хорошенько нитку, чтобы она у вас никуда не убежала. Обязательно контролируйте, чтобы вы захватили все слои. У нас получилась вот такая шапочка. Пока мы ее не стягиваем, берем остатки синтепона, пушим его и умещаем в середину. Вот так. Вот для этого нам и нужны были кусочки. Так, уместили. Теперь берем наш цветочек с дырочкой внутри и укладываем сверху. Уместили, распределили все равномерно. Это ваш последний шанс что-то распределить, потому что сейчас мы уже будем затягивать ниточку. И вот теперь затягиваем нитку. Вот наша подушечка. Теперь берем шпагат, отматываем так, хорошенечко с запасом, чтобы нам всего хватило. Находим, где у нас была дырочка, и находим центр сверху. И проделываем отверстие, чтобы нам в дальнейшем было удобней протягивать нитку. Готово. Берем один край нитки и продеваем. Хватаемся за кончик и делаем петельку. Сильно большую не нужно. Так, теперь смотрим, где мы вырезали выемки, да, вот там мы и будем проводить нитку, то есть чтобы у нас более заметными и выпуклыми были части хлопка. Конец нитки протягиваем в петельку. И хорошенечко затягиваем. На каждый лепесточек мы делаем 2 оборота нитки. И опять-таки протягиваем ее в центре. Старайтесь не делать свой хлопок каким-то симметричным, в том-то его и романтика. Где-то коробочка раскрылась больше, где-то меньше, поэтому одна половинка может быть больше, одна часть, другая будет меньше. Это нормально.
Так, последний виток последнего лепестка мы оставляем. Теперь берем фоамиран. Можно взять 0,8 мм или 1 миллиметровый коричневого цвета. Вырезаем полосочку сантиметра 2. Складываем пополам. И вырезаем вот такую конструкцию. Это будет серединка нашего хлопка. Ну вот что-то около того. Так, теперь нам нужно вооружиться утюгом и подогреть вот эту часть, я ее называю усики, чтобы она была более закрученной. Так, ставим утюжок на двоечку и теперь нагреваем наши усы. Сильно их прям бешено греть не надо. Теперь берем и скручиваем их. Теперь нам нужно их вклеить и закрепить последним оборотом шпагата. И теперь закрепляем нитку. Продеваем ее в каждый лепесточек и завязываем узелок. Раз, ну такой псевдоузелок. И тогда она у нас точно не распустится и будет на месте. И хлопок, и нитка. Все, конец закрепляем горячим пистолетом и обрезаем. Готово. Усы приклеили, так сказать. Так, теперь берем фоамиран коричневого, светло-коричневого, даже серого цвета можно взять, мы все равно будем его перекрашивать. И вырезаем вот такой шаблон. Шаблон у нас должен быть какого размера? Он должен у нас закрыть основание и немного закрывать сами части хлопка. То есть я взяла конструкцию, она у меня длиной 19 сантиметров, да, вот почти 20 даже, 19,5. Она симметричная и выглядит вот так. Я взяла серый фом, потому что у меня закончился коричневый. Можно сложить сразу 4 в 2 раза, чтобы у нас 4 лепесточка вырезалось. Располагаем. В нижней части можно закрепить. И обводим зубочисткой. Так, теперь застилаем стол, берем нашу старушку палитру и акриловые краски. У меня художественные. Желтый, коричневый, какой-то зеленый. Ну, в общем, все, что и может иметь отношение к коробочке хлопка.
и отправляем на просушку. Когда первая сторона высохнет, переворачиваем и окрашиваем аналогично вторую. Так, вот такую форму имеют наши листочки. Вот такими у нас стали листочки. Их мы пока откладываем и будем собирать основание для нашего хлопка. Для этого берем трубочку из картона, разрезаем. Скручиваем скотчем так, чтобы внутрь умещалась труба 16 миллиметров. Теперь делаем надрезы в нижней части сантиметра на 3. Это будут ножки основания. Теперь их необходимо отогнуть. Там, где получились двухслойные, можно один слой отрезать. Так, теперь наносим клей и вклеиваем вот так наше основание. У нас должна получиться вот такая немного пожмаканная... Что это у нас? У нас должен получиться такой вот немножечко помятый чашелистик. Ну вот, пока он там раскрывался, коробочка или чашелистик, как оно правильно называется, даже не знаю, если честно. Для этого мы нагреваем верхнюю часть. Они у нас уже покрашены с двух сторон. Аккуратно с пальчиками. Все, готово. Вот этого будет достаточно. Так, вооружаемся теперь клеевым пистолетом и приклеиваем наши чашелистики, да, назовем их так. Все, готов наш хлопок. Ножку я пока не оборачиваю, ее можно обернуть или гофрированной бумагой коричневой, или же взять фоамиран коричневый тоже, что у вас есть. Почему я не оборачиваю ножку? Потому что я ее буду насаживать потом на трубу и оборачивать это уже все вместе.
Ну а наш хлопок головы выглядит вот так. В прошлом мастер-классе вы на меня немножко ругались из-за того, что вам не было видно, как я собирала розу из гофрированной бумаги. Поэтому я решила ее повторить, поскольку роза цветок, так сказать, базовый, и ну как бы от ее правильной сборки зависит очень много. Что мы делаем? Мы берем с вами от рулона, отматываем метр. На розу у нас уходит всего лишь метр гофрированной бумаги. Разрезаем на 3 полоски равные. Теперь складываем 1, 2, 3, 4 и разрезаем. Откладываем лепесточки, разрезаем на равные части. Складываем 1, 2, 3. Эти лепестки будут шире. Теперь из всех лепестков заготовочек вырезаем лепестки. Сверху он должен быть круглым. И снизу обрезаем уголочки. Так, вооружаемся трубочкой. Разрезаем. Теперь склеиваем. Теперь берем 3 узких лепестка и растягиваем в центре. И наклеиваем. Готово. Остальные маленькие лепестки растягиваем в центре и по краю. И подкручиваем с одной стороны. И теперь наклеиваем. Клеить будем нахлест в шахматном порядке. Так, теперь следующий ряд мы закрепляем степлером в нижней части.
Теперь аналогично поступаем с крупными лепестками. Берем 5 штук, растягиваем и закручиваем один край. И все оставшиеся лепесточки подкручиваем с одного края. И с другого. Растягиваем. И скрепляем степлером. И теперь наклеиваем их чуть-чуть выше, чем предыдущие ряды. Роза наша готова, дело осталось за малым. Нам нужно сделать чашелистик и листик, но листик мы будем закреплять с вами не на самом стебельке, а выше. Почему? Потому что нам нужно, чтобы вся зелень была сверху. Внизу ее в шляпной коробке никто и не увидит. Так, все, роза, изнанка розы готова. Теперь листок. Для листка мы, как обычно, вырезаем квадрат. Только смотрите, чтобы ваш листочек был больше, чем сама роза, вот наполовину. Тогда он будет выглядывать из-под нее. Так, смотрите, если вам не хватает длинной проволоки, скрутите две вместе. У меня проволока толщиной 1,2. Листок разрезаем по диагонали. Если вы не можете разрезать на глаз, прочертите линию карандашом. Ничего страшного не случится.
Такие розы я буду делать красные и парочку белых. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется сегодня рулон гофрированной бумаги, ножницы и линейка. Сначала мы нарежем все лепестки, а затем будем придавать им форму и собирать. Итак, сейчас мы с вами отрезаем 4 полоски по 5 сантиметров. И нарезаем на кусочки по 15 сантиметров. Так, откладываем. Это первые 2 ряда лепесточков. Теперь отрезаем 8 полосок по 7 сантиметров. И нарезаем на полосочки по 20 сантиметров. То есть из одной полоски у нас получается всего лишь 2 кусочка. Так, следующее нам нужно вырезать 18 вот таких кусочков размером 7 на 25. То есть мы нарезаем полосочки по 7 сантиметров и разрезаем их напополам, потому что у нас ширина рулона 50 сантиметров. И таких нам потребуется, напоминаю, 18 штук. Так, смотрите, что нам дальше нужно сделать будет со всеми лепестками. Мы берем кусочек, собираем в гармошку по центру и переворачиваем в один оборот. Раз. Теперь создаем вот такой капюшончик, так, чтобы внутренняя часть не была видна под внешней. То есть внешнюю мы растягиваем немного больше. Вот что у нас должно получиться. Так мы поступаем со всеми лепестками, за исключением последних 10. Их мы отложим, для того, чтобы наши лепесточки не раскрывались. В центре капаем клей и склеиваем. Уголки немного обрезаем. Таким образом мы складываем абсолютно все заготовки. Давайте я покажу вам, как будет выглядеть большая. Последние 10 лепестков, которые мы с вами отложили, мы будем скручивать в капюшончик не по центру, а отступая где-то сантиметра 2,5. То есть мы собираем, скручиваем так, чтобы меньшая часть оказалась внутри. Вот так. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы изнаночная сторона, низ нашего цветочка был аккуратным, без двойных каких-то там швов и мест склеивания. Проклеиваем и обрезаем уголки. Теперь беремся за сборку. Для этого нам, как обычно, требуется картонное основание. Мы его разрезаем и склеиваем так, чтобы в него входила труба 16 мм. Склеить можно скотчем. Так, теперь берем самые маленькие лепесточки и приклеиваем первые 3 штуки. Раз, 2 и 3. Следующие 3 в шахматном порядке. И теперь остальные лепесточки наклеиваем в один ряд, предварительно немного отогнув уголок. Так, теперь берем следующий ряд лепестков, согинаем край. И подклеиваем. То есть
немножко выше, чем предыдущие листья. Так, смотрите, я наклеила все, кроме последнего ряда. Вот наш последний ряд, который длиннее. Теперь мы его наклеиваем так, чтобы он закрывал все, вплоть даже может находить немножечко на трубу. Вот что у нас должно получиться. Для серединки мы вырезаем 3 небольших лепестка и склеиваем так, чтобы у нас получился вот такой конвертик. Вот таких 2 чудных суккулента у нас получилось. Как вы успели заметить, они у нас разного оттенка. Этот более припыленный, к слову, это из новой линейки бумаги. А это вот старые, те, которые отмечаются трехзначными цифрами. Так, теперь дело за малым. Нам нужно создать мелкий декор. Я нарезала 18 кружков из изолона 3-миллиметрового, и мы будем собирать цветы-мозги, как я их называю, только в отличие от предыдущей шляпной коробки мы не будем делать гофрированный край, а сделаем его ровный, но будем сворачивать вот 3 приема. 1, 2, 3. Вот так. И потом соединять. Зачем мне аж 18 штук? На каждый цветок уйдет по 9 штук. Я советую весь декор, который вы будете использовать, делать в 2 экземплярах. Тогда он не будет, этот цветочек, веточка или что-то не будет одинокой, скажем так, и будет выглядеть, как будто вот она там и должна быть. И вот там ее соседка где-то с другого бока. Потому что если вы сделаете одну, будет такое ощущение, что вам просто надо было что-то куда-то приткнуть. Поэтому все делаем парой. Так, поехали. Нам сейчас нужно взять круг, сложить 1, 2, 3 и согреть вот здесь, чтобы изолон склеился. Помним, что он клеится сам с собой.
Так, один мини-мозг у нас готов. Теперь будем делать второй. Дальше будем собирать шишки. Да, вот такой неожиданный поворот событий. Я взяла 2 пенопластовых шара диаметром 8 сантиметров и 2 цвета бумаги. Нарезаем на полоски по 5 сантиметров, так же, как мы нарезали для наших суккулентов. Теперь по 10 сантиметров. Собираем по центру, скручиваем, выворачиваем. И подклеиваем. Теперь берем наш пенопластовый шарик, находим в нем центр и приклеиваем заготовки частей шишки. Вот так выглядят 2 шишки, которые я собрала. Теперь можно собрать парочку веточек с пенопластовыми шариками и отправляться собирать воедино уже нашу шляпную коробку. Так, смотрите, это вся мелочь, которую я заготовила. Здесь листья, шарики и наши 2 шишки, которые мы сделали. И теперь беремся за саму коробку. Коробка будет из поликарбоната. Это вторая половинка того куска, который я использовала в предыдущем мастер-классе. Высота у меня 60 и диаметр 45. Оборачивать я его буду изолоном. Изолон я буду крепить на двусторонний скотч. Что будет в основании? В основании будет полистирол толщиной 5 сантиметров. Вот наш дорогой полистирол. Обрезаем по кругу. Я обвела саму бочку.
Так, смотрите, лист полистирола я протянула почти до середины, наверное, даже не почти, а до середины. За счет этого мы сможем сэкономить на трубах. То есть нам нужно будет не 60 сантиметров, да, там, а 70, а вот меньше кусочек, и все это будет точно так же хорошо стоять, надежно. Теперь мы берем шурупы и фиксируем наше дно. Так, после того, как мы с вами соберем все цветы, мы должны на них сделать стебельки. Стебельками будут трубы 16 миллиметров. Сначала вы измеряете, какой высоты вам нужен стебелек, а затем его уже отрезаете, прикручиваете и сверху закрываете либо тейп-лентой, либо растянутой полоской гофрированной бумаги. Всю мелочь мы поднимаем вверх к бутонам крупным, да, листочки, шишки, все, что у нас есть внизу, оно нам не надо, а его не будет видно. И точно так же прикручиваем проволочки и закрываем тейп-лентой. Затем все подготовленные части нашего букета мы вставляем, проделываем там небольшое отверстие и вклеиваем. Ну вот и готова наша коробка, остается ее декорировать непосредственно ту часть, которая у нас обтянута изолоном. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы декорировали белый изолон. Возможно, это будет бант, возможно, надпись, а возможно, это будет ваша уникальная идея. И обязательно поучаствуйте в голосовании. Нам очень важно ваше мнение. Как лучше загружать видео несколькими частями по 10-15 минут или вот такое вот большое, обширное на целый час. Пожалуйста, отметьтесь, это, собственно, нужно для вашего удобства.